Так, Ольга, а ты же тоже ходишь к психоаналитику. Насколько я знаю, вам это обязательное условие. Да. Обязательное условие, если ты ведешь практику. Ну, обязательное условие, чтобы вступить в общество психоаналитиков. Угу. И если ты ведешь практику, да. Ходить к психоаналитику. Ну, вообще обязательное условие – это набрать определенное количество часов для того, чтобы получить условный сертификат. Это членство в сообществе. Это обязательно. Такого, что психоаналитик обязательно должен ходить в психоаналитику, такого правила нет. Но профессиональные психоаналитики ходят к супервизору, точнее, обращаются к супервизору, который непосредственно психоанализирует твою работу. То есть не твою жизнь, а именно ту часть, которая связана с работой, взаимодействием. Это он как будто бы как уборщик, что ли? Ну, нет, есть, он как... знаешь, как подметает тебя после всех клиентов. Ну, типа, которые пришли к тебе, они же после себя что-то оставили, и он такой керхером. Не? Ну, внутрипсихически, наверное, да, но вообще это твой патрон. Твой патрон? Ну, твой куратор. То есть это более опытный психоаналитик или психоаналитик, чему мнению ты доверяешь, как будто бы больше, чем своему. Вот, и тогда ты можешь прийти и, в общем, с ним обсудить свою работу. Звучит немного, знаешь, все это с элементами масонства такого. Ну, такое есть, безусловно. Общество психоаналитиков, надо вступить, выполнить эти требования. И чтоб ты понимал, самому ходить к какому-то куратору. Вот. Часы, которые тебе нужно набрать для вступления в сообщество, ты не можешь набрать абы где на стороне. Конечно же, ты можешь набрать их только у членов этого общества. То есть ты не можешь пойти к какому-то другому... Все, я понял. Куратор должен быть или котирующий другому. То есть ты можешь, типа, в английской, сообществе, да, которые друг друга котируют и признают, ты можешь, в других странах, но если они не относятся к этой матке, то тогда тебе часы не засчитают, ровно как и супервизии. Потому что супервизии у тебя там тоже должны быть. То есть ты не можешь прийти и сказать, я была у Руслана Белого на приеме, запишите там. Супервизию. Да, запишите 2 часа. 2 часа. Нет, так я сделать не могу. Слушай, с одной стороны, действительно, как будто бы ты оказываешься, опять же, в каких-то правилах, да, и ограничениях, у тебя выбор только из того, что есть, что, может быть, и не есть плохо, да. Но, с другой стороны, учитывая, что у нас нет сертификации, да, официальной. Психоаналитиков нет, можно работать в России без лицензии, нет, да? то есть нет никакой лицензии, и этот законопроект долго, в общем, находится в Государственной Думе, и никак не могут вычленить те критерии, да, которых будет достаточно для получения, чтобы не было слишком много, не было слишком мало, в общем, не могут между собой договориться. Вот. Но при этом, когда часто звучит вопрос, как выбрать, обычно говорят, своего психоаналитика, да, своего психоаналитика выбрать, как и любого своего профессионала, пробовать разных, да, и не надо бояться, если ты пришел, тебе не понравилось, сказать спасибо и уходить, и не обязательно заключать контракт с этим человеком, может дать себе чуть больше времени, как ты с ребятами в серфе, может быть, с первого раза тебя что-то смутило, а потом окажется, что это как раз твой психоаналитик, вот, и для тебя безопаснее смотреть психоаналитиков, которые принадлежат определенным сообществам, потому что они... А как это узнать? Где эта информация? Ты можешь зайти в интернет и посмотреть психоаналитические сообщества. Ты будешь попадать на сайт, там будет все написано, расписано, и, в общем-то, у тебя во всяком случае будет гарантия, что этот человек, условно говоря, подписал клятву Гиппократа. Условно я говорю, потому что это тоже, да? Да, то есть, если ты нарушишь правила конфиденциальности или правила там... То у тебя ничего не будет. Тебя исключают сообщество. Всего лишь. Всего лишь. Да. В целом человек может прийти к тебе... Нет, на тебя могут подать в суд, чтобы лишить тебя прав дальнейшей деятельности. Да, но всего лишь. В смысле, что тебя не посадят? Как будто, я не знаю, знаешь, всегда было типа... клятва Гиппократа, это же все равно очень понятийное такое мероприятие. Да. Понимаешь? Ты даешь присягу, когда там в армии, это тоже своего рода клятва. Но в силу того, что ты даешь присягу, ты теперь уголовно там преследуем, наказуем и так далее. Понимаешь? Ты там в карауле был, с оружием обращался, там как-то себя неправильно повел, все, там можешь загреметь какой-нибудь в штрафбат, там, в тюрьму и так далее. А здесь такое, нарушила.
Слушай, ну на самом деле и врачей судят, и психоаналитиков судят. Ну, судят как будто не за то, что они нарушили клятву. Не за то, что они нарушили клятву, ну, какую-то данную, а за что-то, ну, уже прям совсем страшное. Ладно, плевать, я другой хотел спросить. Здравствуйте, Ольга и Руслан. Сам бы я предпочел остаться анонимным. Мне 19 лет, и я девственник. В целом, меня это не напрягает. У меня никогда не было такой цели с кем-то переспать, чтобы переспать. В целом, я был бы не против, но специально искать такие связи неинтересно. Интереснее сделать это с человеком, с которым связан эмоционально. Такие люди были, но по разным причинам до серьезных отношений не дошло. Все усложнило то, что в период гормонального взросления я перешел в спортивный класс, и контакт с девочками сильно сократился. Прибавилось множество тренировок, и временно это также сильно сократилось. Еще я не посещаю тусовки, так как не пью алкоголь, и вообще все это неинтересно. Соответственно, это усложнило, потому что случайных связей за это время практически не было. Я этого не стыжусь и, наоборот, считаю, в этом ничего такого нет. Если меня спрашивают, я честно отвечаю, что у меня никого не было. Смущает то, что социум намекает, что уже давно пора. Мальчики лишаются девственности в 15-17 лет. Если сделать это позже, то это чуть ли не вредно. Проблем с общением с противоположным полом нет. В школьное время внимания было много, сейчас периодически. Возможно, я слишком избирателен, или у меня нет наглости сказать прямо, чего я хочу от девушки. Вопрос у меня такой: стоит ли бить тревогу? 19 лет это поздно, и стоит уже кого-то найти, или это придет в нужное время, и не стоит об этом задумываться. Живу я один, может быть, стоит нанять себе проститутку, и все? И все? Очень, конечно, наивное письмо. Ты считаешь, что 19 поздно уже? Нет, я считаю, что это вообще нормально. Потому что я, по-моему, где-то в этом возрасте и потерял девственность. Я всегда так говорю, я потерял девственность в 19, а впервые занялся нормальным сексом года в 22. Ну, понимаешь? Более или менее чем-то похожим на секс. Так что в целом это вообще такой, потеря девственности, процесс по большому счету ужасный. Такой какой-то очень, очень маргинальный. Он, редко, мне кажется, вообще случай. Мне кажется, девственность теряют чаще летом. Потому что это просто тупо на улице можно сделать, понимаешь? И меньше одежды снимать. Да. А что? Все равно, слушай, давай будем так. Девственность теряют, в достаточно юном возрасте. У тебя нет еще ни собственного жилья, ни там денег на какой-то банальный отель. Там, ты и постесняешься в какой-то отель идти и так далее. Поэтому, да, так и происходит, мне кажется. Поэтому я говорю, что наивное, потому что, ты, наверное, когда тебе 19 лет, ты сейчас, девственник. представляешь, ребятам еще сложнее. Сейчас же рекомендация от правительства не селить нерасписанных. Сейчас в целом тяжело будет потрахаться, потому что, только с женой это можешь делать. Я говорю, круто, что ты об этом рассказываешь, потому что подобных писем 18-19 лет я девственник, и кому-то об этом стыдно говорить, кому-то не стыдно говорить, не знаю, что с этим делать. Очень много. Слушай, я не знаю, из-за того, что я скажу, что я потерял девственность в 19, еще раз говорю, а потом был, еще год или два перерыв, прежде чем более-менее осознанным сексом заняться. Не знаю, станет ли ему от этого легче, потому что неважно, в нем это сидит, и если он уже так считает, то, для него это давление. Легко от давления не избавляются, правильно? Слушай, в данном случае, как я вижу, это все-таки не внутрипсихический конфликт, как он это описывает, а это конфликт его с социумом. Поэтому в этом случае любой человек для него интересный и значимый, а если парень смотрит наше шоу и написал письмо с обращением к нам, значит, ему интересно услышать наше мнение, об этом. Я уверена, что... Я не говорю, что это панацея, и все, он сейчас такой, у меня еще 3 года в запасе. Хотя, может быть, и так. Но сказать ребятам, что все развиваются по-разному, и у всех желание возникает в разное время, и это нормально, а тут я могу говорить нормально и ненормально, потому что если ты хочешь, это нормально. Вообще если нормально, ты не хочешь, нормально. Это тоже нормально. Поэтому точно не надо этого стесняться, не нужно этого смущаться. Это раз. Во-вторых, я думаю, большинство тех парней, тех друзей его, которые говорят, что потеряли девственность в 15-17 лет, 95% из них пиздит.
Потому что я тоже пиздел. Вот и все. Ты помнишь, в каком-то выпуске мы говорили о том, что если ты думаешь, что ты что-то делаешь, и только ты один, нет, все так делают. Так что вообще это абсолютно нормально. У меня есть для него такой жесткий план. Вообще в целом начать всем говорить, что он девственник. Если он спортсмен, и, я так понимаю, не глупый парень, то есть он достаточно привлекателен внешне для женского пола. И в целом, если он следующие пару лет будет просто ходить и говорить, что он девственник, выстроится очередь из бабенок, которые просто захотят это прервать, понимаешь? То есть в целом еще можно будет выбирать. Прервать. Считаешь ли ты, что участие в каких-то мужских группах, странно ты сказала, участие в каких-то мужских группах, он говорит, что все это еще усугубилось. Да, тем, что он в спортивную секцию ушел, и так далее. Да, вот это мне как раз показалось супер странным, потому что мне кажется, что там как точно... раз для девчонок очень привлекательные, там, я не знаю, вон там футболисты пришли, там... Да, он, наверное, имел в виду другое, что я ушел в спортивную секцию, и, видимо, это какой-то достаточно мужской вид спорта. В том плане, что... Тем более. Нет, в том плане, что, если бы он просто в школе или в институте учился, он бы имел возможность ежедневного, как минимум, контакта с противоположным полом, понимаешь? А тут он, наверное, может на сборах каких-то постоянно в абсолютно мужском коллективе просто не с кем даже контактировать. Что для меня это прозвучало так, как будто это усложнило, для него общение с девушками. То есть ты предполагаешь, что стало меньше времени. Мне показалось, что он такой, вокруг меня одни парни, с девчонками. Но мне кажется, что наоборот, вот как раз у парней, то есть даже если они там часто оказываются где-то, то они привлекают все внимание девушек к себе, потому что девушки вообще, в принципе, очень реагируют на мужские группы, потому что интересно, что там только мужская, у них там какие-то между собой связи, которые нужно понять, нужно прервать. Слушай, есть выражение о том, что жизнь начинается в городе, когда входят гусары. Да, то есть это уже давно не так, конечно, но... Нет, слушай, а в этом серия в «Секс в большом городе» была, когда моряки входили в город, там весь Манхэттен стоял на ушах, и у всех было приподнятое настроение, даже безотносительно того, будет возможно, они просто еще не входили в город, я вот просто... Да, вот я тоже так думаю. Поэтому в целом, я вообще странно представляю, как спортсмены входят в город, потому что, учитывая, как сейчас спорт стал вот этим профессией тоже тонких настроек, знаешь, их все время изолируют, на автобусе привозят до соревнований, проверяют уровень какие-то сахара всего в крови, эндорфинов, еще чего-то, понимаешь. Это раньше большой фанат английского Арсенала, футбольного клуба, и там еще в 90-е годы в каких-то автобиографиях пишут, что мы кокаин нюхали в 4 утра, а в 8 уже тренировались, понимаешь. А сейчас Роналду следит за тем, что ему на 200 грамм похудеть, потому что он стал постарше, и ему, чтобы не терять скорость, надо держать баланс, понимаешь? То есть тонкие настройки произошли. Мне напоминает, это помнишь, в «Игре престолов» армию безупречных. Да, абсолютно верно. Так и есть, да. Сейчас спорт именно такой, знаешь. Пеп Гвардиола, это который тренер Манчестер Сити, он игроков палит в онлайне в 2 часа ночи и пишет им, ты какого хрена не спишь, понимаешь? Потому что завтра игра, а пацаны, наверное, что-нибудь сидят, бабам пишут. Он такой другой. Да, забавно, когда ты просто тёлкам пишешь, а тут тебе тренер такой, а ну-ка спать! Ты член кому-то скидывал? Он такой, ему что ли? Да. Нет, это раз. Во-вторых, может быть, я не знаю, еще ж парень балтов, не все спортсмены, условно, очень уверены в себе. Может, он просто еще по характеру, скажем так, достаточно спокойный, скромный. И, не тот вульгарный, знаешь, тип мужика, который такой, девчонки. Тем более, все-таки, если в силу того, что он еще девственник, конечно, это безусловно давлеет. Поэтому ты, как сказать, еще такое, как в подарочной упаковке. То есть не можешь еще, понимаешь, что, с бантом такой ходишь, немного скован в этом ключе. Это как раз тот самый период, когда с пацанами проще. Ты такой немножко как в коробке с бантом. Не, ты что, это жесткий, я точно вспоминаю, жесткий буллинг идет на тему того, что если вдруг узнают, что кто-то не девственник, конечно, его начинают жестко булить. Не булить, а подкалывать. И местами очень жестко на тему того, что... Понимаешь, а потом где-то в этой же компании еще, если появились какие-то девчонки, то, естественно, во всеуслышание будет сказано, что он девственник и так далее.
Там в его сторону не смотрите и все остальное. Поэтому это надо обладать, очень хорошим либо чувством юмора, чтобы отбиваться, знаешь, либо быть очень самоуверенным, чтобы спокойно к этому отнестись. Я думаю, проститутку нанимать точно не надо. Проститутка в современном мире в целом уже какое-то такое, Да? такое маргинальное проявление, да. Я пользовался ими где-то год, наверное, но это было очень плохо все. Но у меня было алиби. Я 5 лет жил в казарме. Я только вышел, поэтому... Это было очень плохо. Это было прикольно, но было очень плохо. Кстати, я почему-то думала, что ты прочитаешь, скажешь, да, конечно, типа, найми и покончи с этим, и перестань бояться. А ты как-то, чувак... Может, еще лет 10 назад бы я сказал. Это все к тому, что с возрастом ты все более, знаешь, становишься сопереживательным таким. Нет, с проституткой точно плохо. Это прям ничего такого. Тем более еще, знаешь, какая там проститутка попадется, блин. Попадется какая-нибудь сердобольная, нормально это сделать. Попадется какая-то... Мне кажется, важно в такой ситуации говорить, окей, есть требования среды, в 19 лет вступить в связь. Как вот ему кажется. А есть ли влечение? Да, честно себе отвечаем на вопрос. Да, есть, наверное, есть ли почему влечение? нет? Конечно, Нет. есть. А может, еще и нет. Перестань. Слушай, а может быть, еще и нет. Может быть, он еще в возрасте, когда он еще не очень понимает. Да хватит, там уже, Слушай, если было, тогда в чем вообще сложность? не так-то это легко сделать. Ты что? Я там чуть сознание не потерял, когда, это случилось. Господи, блин. Я эту женщину по парку на руках нес. Это был единственный раз, когда я вообще женщину на руках нес. Вообще, больше потом ни разу. У меня были отношения, я этого не делал. А тут вообще шел по парку. Это очень смешно. Потому что ты охреневаешь, ты вообще, как в эффекте каком-то находишься, блин. Так что это не так уж это и легко. Это вы, бабенки, все кажется, что такого, давай, блин, вот она я. А ты такой, господи, блядь, в обморок 1000 раз упадешь внутри себя, блин. Это очень смешно. Единственный раз в жизни я нес женщину на руках, это была проститутка. Я не сказал, что это проститутка была. А как она такой вывод сделала? Я не понял. Ты же сказал в самом начале. В самом начале, говорю, первая женщина, с которой я потерял девственность, я ее потом еще по парку на руках нес. И это был единственный раз, когда я в целом женщину на руках таскал. Молодец. Нет, я думала, что ты как раз Нет, я поэтому говорю, что я как будто его... бы против того, чтобы это было с проституткой, потому что, все-таки речь идет о твоем яблочке. Не хотелось бы... Сейчас наполнил романтику, да, я ее нес через парк на руках. Пока тебе не захочется никого нести через парк на руках. Нет, у меня есть, более того, у меня есть такой блок юмористический, что зачастую вся романтика этой, жизни достается проституткам. Потому что так бывает. Пьяные песни под окном. Так бывает, да. Уходи уже, да? Да. У меня давно есть шутка, что... такая, знаешь, шутка-сожаление, что, как так получается, что жен не трахают на бильярдном столе, понимаешь, вот в этом каком-то ты уже пытался у меня это выяснить, я не знаю, почему ты так думаешь. Так я не думаю, это факт. Я был во всех этих местах, туда с женами никто не ходит. Все жены, кто считает нужным опровергнуть эту страшную ложь, напишите, пожалуйста, в комментариях. Блин, спорим, что... Подпишитесь на канал и жены, и не жены, и все, кто нас смотрит, ставьте колокольчик, чтобы видеть, когда у нас выходит видео, потому что мы не столь дисциплинированы, чтобы выкладывать их регулярно. А колокольчик будет вам сразу сообщать. И, пожалуйста, в комментариях напишите, что это абсолютно не так. Я уверен. Или если Нет, давай так, сформулируем напишите. тогда запрос правильно. Сформулируй запрос правильно. Напишите жены, либо девушки, которые давным-давно уже в отношениях, Да. когда вас последний раз драли на бильярдном столе. Или мы можем сформулировать так, что те, кто жены или девушки в длительных отношениях, считаете ли вы, что ваш лучший секс был не в этих отношениях? Ты же об этом говоришь, что если ты... Не-не-не, я имею в виду, что вы могли заниматься сексом, трахаться на бильярдном столе в начале отношений, когда у вас еще вот эта буря эмоций была. Так. А потом, когда уже все сошло, практически... прямая жизнь, когда, пошла счастливой. Вот, я в этом ключе говорю, понимаешь? Есть ли секс после брака? Он есть. Где? Давай так, где происходит секс после брака? То есть Да, напишите те места, где у вас был там, не знаю, какой-то прикольный секс с мужем именно, либо с вашим там парнем, партнером, уже спустя долгое время отношений. Окей, я не согласна, но я понимаю примерно, о чем ты говоришь. Да.
И тогда пусть мужики напишут, во сколько лет они потеряли девственность. Что посмотрим, что 15, если в 15 лет вообще никто. Чтобы вообще никто в 15. 15 лет это какая-то, знаешь... Пошли тебе пруф, да? Не, это какая-то деревня на Курильских островах, блядь. Это вообще с тетей произошло, блядь, потому что... Она тоже очень хотела. Лишиться девственности. Так что я в отношении девственности вообще никаких проблем не вижу. Вообще. И мне кажется, все... ладно, надо понимать, что за город там у парня. Вот еще очень важно. Потому что, конечно, чем меньше городок, тем агрессивнее среда. Там именно вот эта вот такая среди альфа-самцов, среди мужиков. Они все время кичатся, поэтому. А если это вполне там большой город и... Нет, среди спортсменов точно не надо это делать, потому что они насрут тебе в бутсы. Окей, этот выпуск будет идти 2 часа, потому что 1,5 из них я буду читать письмо. Понятно? Здравствуйте, Руслан и Ольга. Меня зовут Елена, мне 29 лет. Хочу поделиться с вами историей болезненной любви длиною в 7 лет. Тогда я была начинающим специалистом, я веб-разработчик и, откровенно говоря, только вступала во взрослую жизнь. К тому моменту я уже несколько лет встречалась с однокурсником и даже ждала, что теперь, когда мы оба окончили учебу и нашли работу по специальности, мы сможем как минимум жить вместе. Но он говорил, что на что-то серьезное в 21 год он не готов, и ему нужно время. Я это приняла и не переживала никогда по этому поводу. Затем мы стали друг от друга отдаляться. У каждого появились свои интересы и новые знакомые. В этот момент я переживала, что мы можем расстаться, но он, хоть не стремился проводить со мной все свое время, тем не менее открыто говорил, что я близкий для него человек, и он не видит в этом никаких проблем. Примерно в это же время у меня появился новый коллега, с которым в течение полугода мы как-то незаметно сдружились. В первую очередь между нами была мощная химия. Постепенно мы стали по-дружески проводить время не только в обед, но и после работы. У нас оказалась общая страсть – музыка. Я искренне наслаждалась общением с ним, но при этом чувствовала себя очень виноватой перед своим парнем. Я понимала, что если вдруг коллега проявит инициативу, то я буду готова на измену. Мой парень это чувствовал, хотя и не знал ничего о моем новом увлечении. Однажды коллега пригласил меня на свидание. Для меня это было настоящим подарком судьбы. Но вдруг я осознала, что хоть я и влюблена, я как будто не готова переходить из дружеских профессиональных отношений дальше. И это определило мое поведение тогда. Вероятно, коллега хотел другого. С тех пор его интерес ко мне медленно, но верно падал. Тогда я почувствовал разницу между увлеченным мной, отзывчивым, дружелюбным человеком, с которым я работал раньше, и тем, с кем пришлось потом. Он не отвечал на звонки, сообщения, предпочитал больше общаться с другими коллегами. Иногда вел себя грубо, я не могла это переносить спокойно и сама вела себя ужасно. У нас выходили мелкие ссоры. Я говорила ему, что он потребительски относится к людям, а он мне говорил, что я очень язвительна и вспыльчива. Спустя год он уволился, что для меня стало громом среди ясного неба. Потом я видела его в компании других девушек, что выбивало у меня почву из-под ног на месяцы. Я не могла спать, есть, терял интерес ко всему. Такие губительные эмоции меня саму пугали и всех, с кем я этим делилась. Однажды он пригласил на свидание мою подругу. Этого было для меня слишком. В отчаянии я призналась, что всегда была к нему неравнодушна, и этот поступок просто скотский. Мы перестали на какое-то время общаться после этого, но и с подругой он не стал продолжать. Имеется в виду, с подругой перестали общаться. Все. Нет, она перестала с ним общаться, но он и с подругой не продолжил общаться. Все это время я в отношениях со своим парнем. Бля, я аж про него забыл уже на какое-то время. И сейчас мы постепенно налаживаем совместный быт. Однако до недавнего времени для меня мысли о том человеке были нормой. По иронии судьбы, мы вновь оказались в одной компании, в одной комнате. Теперь он выше меня по должности, встречается с коллегой и не проявляет ко мне интереса. Хотя тот факт, что я попала к ним в проект, его инициатива. Он сам предложил мне это некоторое время назад. Мой последний всплеск эмоций к нему закончился тем, что я изложил довольно подробно все свои претензии насчет работы. Он в ответ предложил мне поискать другую работу, потому что согласен с моими замечаниями, но сделать ничего не может, тем более, что я не настолько ценный сотрудник. Этот его поступок, кажется, поставил жирную точку в моих чувствах, но кто знает, что будет потом. Те эмоции, что я переживала ранее, дали мне, кроме неврозов, еще кучу полезных навыков. Я сейчас умнее, профессиональнее и красивее. Нифига себе, это как?
Но говорить ему за это спасибо мне не хочется, потому что, прокручивая все события в голове, я по-прежнему считаю, что он поступал жестоко всякий раз. За годы секретных страданий я научилась ценить эти моменты трезвости, когда я не скатываюсь вновь в ревность, обиду и надежду, что мы могли бы сойтись. Как вы думаете, как мне удержать это чувство свободы от болезненной влюбленности? И что делать, если вдруг он изменит свое поведение, обстоятельства нас вновь сведут? Да ё-моё. Типа, а что тут такого больного? Да нет, тут не вопрос. Ну, тебе понравился мужчина. Ты ему тоже понравился. Он с тобой ухаживал, проявлял какие-то эмоции, требовал от тебя чего-то конкретного. Ты испугалась. Смотри, я думаю, что это письмо про месть. Вообще, да. в принципе. Ну да, То все есть верно. она встречается, если так, summary, да, она встречается с парнем, который ей очень нравится. Она какое-то время, она уже хочет жить с ним вместе, а он, как у нас из одного письма, противозависимый, поэтому он говорит, что для меня это все рано, мы встречаться продолжаем, но, в общем, поживем отдельно. То есть она переживает отвержение. Да? Отвержение у нас всегда вызывает злость, боль, ярость. И получается, что она заключила с ним... Знаешь, ну, то есть пара договаривается обычно о чем-то, да? Ну, то есть приходит к чему... то есть это договор двух. А тут получилось, что она приняла условия для того, чтобы остаться с ним. Вот когда в паре человек принимает условия для того, чтобы остаться, это всегда потом отрикошетит. Потому что если вы не договорились, окей, кому-то это более удобно, кому-то менее. Но в целом все... Понимаешь, мы иногда делаем, что мы не хотим, да, но мы это делаем как бы во имя чего-то, значит, мы это хотим. Да? А тут она, в общем, вынуждена это сделать. Соответственно, я вижу много, в общем, злости по отношению к своему парню и желания отомстить. Причем, я про него забыл, годы идут, у нее там какой-то виртуальный роман, но они сейчас уже съезжаются. Да, то кстати, есть вот этот согласен. вот такой наш отстраненный противозависимый сказал, ну хорошо, типа переезжай. И он похож на парня, с которым есть уверенность какая-то и стабильность. Ну, то есть она его... Ну, а эмоции, эмоции получаются на стороне где-то. Но я думаю, что она при этом, при всем... То есть тут как будто, знаешь, две линии. С одной стороны, она выбирает безопасность, да, с этим парнем, который, ну, вот такой отстраненный, но он, в общем, идет к какой-то понятной ей точке. Вот. А с другой стороны, она не готова от него уйти, потому что я думаю, что у нее есть фантазия, что он умоется кровавыми слезами за то, как он себя ведет. Ну, то есть вот прям я вижу, что это вот в этой части точно про злость и про месть. То есть она дождется того момента, и она отомстит этому парню, который... Который сейчас с ней. Да. Ага. Но при этом пока это вот то безопасное. Да, окей, в того парня, коллегу она была влюблена, но она боится, ну, испытывать такое чувство. И поэтому в последний момент она соскочила, в общем-то, чем потом получила от него ответную Ну, слушай, я реакцию. к тому, что если она соскочила, что она сейчас так предъявляет к нему какие-то претензии? Понятно, что она соскочила, он тут же к ней охладел, что нормально. Но она испугалась, она выбрала тихую гавань. Неважно, какая разница. Он к ней охладел. Теперь она предъявляет ему, что, типа, какого хрена ты ко мне охладел? Так ты как хотела? Да, но он как будто себя ведет так, как будто мстит ей. При этом ему недостаточно было после того, как он уволился, он потом пригласил ее еще в какой-то проект. Ну, это мы тоже читаем только одну сторону медали. Может, там все банально. Может, она, ну, знаешь, все понавыдумывала. Может, он не, как сказать, вот она пишет, ужасно общается, а может, он на самом деле просто очень по-деловому общается. Ну, тем более, если он теперь начальник, ну, понимаешь, я имею в виду, на «вы», холодно, грубо говоря, только требует. Может, пару раз сделал замечание, там, не знаю, там, Елена, почему вы там опоздали на работу? Или почему так рано уходите? И ей уже кажется, что это он грубит и так далее. Вот я про что говорю. Слушай, ну мне кажется, то есть она описывает вначале, что у них идет сближение, она ему нравится, он ей нравится, они долго общаются. Это не типа он ее пригласил, да-да, нет-нет. Они долго общаются, к чему-то идут. То есть она дает все знаки того, что она заинтересована. Потом он приглашает ее на свидание, и она дает ему отворот-поворот. Это неприятно, это больно. Ну, это такое же, в общем-то, отвержение, особенно когда вы долгое время общались и к чему-то шли. Он, может, там собирался. Я это прекрасно понимаю.
Окей, у них уже было что-то такое, потом она ему устроила уже скандал по поводу подруги, то есть он понимает, что он ей не безразличен, но при этом зачем тогда он ее зовет в проект? То есть он думает, что они будут работать в одном проекте, а искры лететь не будут? То есть она такой незаменимый сотрудник, без которого он новый проект не запустит? Может. Но как в итоге он ей сказал, что нет, он ей сказал, что твои замечания все абсолютно разумные, но ты не столь важный сотрудник. Я не буду это менять, потому что это не получится. Ты не столь важный сотрудник, чтобы тебя держать. Окей. Месть породила месть. Что она хочет-то? Она хочет, Я вот чтобы начинаю ты- беситься, когда же такие письма пишут, я начинаю беситься. Что ты хочешь? Она боится снова влюбиться в него и начать страдать. Все, не влюбляйся в него и не начинай страдать. А я думаю, что она, может быть, не влюбится в него, но влюбится еще раз обязательно в кого-нибудь другого. И, судя по тому, как она устроена, опять выберет тихую гавань. Каждый ебанутый по-своему. Правильно? А мы это исследуем. Да, но мне в этом ключе интереснее разговаривать про 19-летнего девственника, у которого я чувствую точно его боль, какая у него есть. Ее боль я не понимаю, почему я влюбляюсь в парней, но даю, обратку. Ну, потому что, как ты говоришь, не знаю, ты там чего-то боишься там и так далее. Ну, вот все, так и будет. Это как, не знаю, какие-то женщины, почему я все время влюбляюсь в женатых? Ну, потому что ты все время влюбляешься в женатых. Вот поэтому. Ну, я если говорить о боли, да, где я вижу, где не вижу, я думаю, то есть для меня бы была боль принимать правила для сохранения отношений, а не составлять общие. И как будто для меня вот эта отправная точка, которая в какой-то момент, ты хочешь быть вместе, а тебе говорят, может быть, через пару лет, сейчас у меня какие-то свои дела. Слушай, ты правильно Ты говоришь, что говоришь, такое хорошо, длинное значит, письмо, на и в этом твоих длинном условиях. письме про парня было только в самом начале, там про самом нынешнего, конце. и в самом конце, да. Может, он тебе нахрен не нужен? Может, твоя боль тогда в том, что ты не испытываешь к этому человеку никаких эмоций, но почему-то все равно с ним по каким-то там непонятным причинам. мы Может, знаем, как ты по говоришь, каким-то причинам. декларируешь, может, ты начнешь изучать себя и поймешь, что тебе нравится, не нравится, и поймешь, что этот мужчина тебе не нравится, тебе не хочется с ним быть. И ты там не будешь, условно, не ему ебать мозги, я извиняюсь, не себе. В общем, смысл в том, что ее что-то очень держит с ее этим первым парнем, но она параллельно все время испытывает к нему злость от того, что она вынуждена была пойти на его правила для того, чтобы остаться с ним. А в паре разве не так? Разве прям бывают какие-то принятия решений 50/50? Но я говорю, что я тоже не думаю, что бывает принятие решений 50/50. Во-первых, бывает чудом, когда одному что-то принципиально, а другому, слава богу, нет. Например, с какой стороны кровати спать, и до каких-то важных так, моментов. да. Для кого-то принципиально, для кого-то нет. И это может быть соотношение, 30 и 70, и в конце концов 90 и 10. Но это выглядит как не то, что они решили вместе, что мы решили, что давай мы подождем, потому что для него это важно, а мне это выглядит ровно так, что я приняла правила для того, чтобы сохранить эти отношения. Это вообще даже не близко, никакие не 50/50. Окей, я там знаю людей, которые еще с последнего класса школы там были вместе, и потом, когда мне говорили спустя 8 лет, что они разошлись, я такой, я вообще не понимал, зачем, если вы 8 лет вместе, почему вы хотя бы не поженились на неделю, понимаешь? То есть, хотя бы ты, не знаю, какой-то опыт брака хотя бы из этого вынесешь, потому что все равно понятно, что любые отношения без брака, это, все равно не брак как таковой. Я всегда охреневал, как вы. Нормально, и потом у них у обоих свои семьи, дети, и все нормально, и ничего не рухнуло. Я к тому, что она тут 7 лет в этих отношениях, но если они тебе безразличны или тяготят, бросай их нахрен, что. Короче, я решил почему-то, не знаю, может, в этом пуле этих выпусков я буду максимально таким, знаешь, тупые какие-то такие вопросы давать. Обесценивать переживания. Да. Нет, буду топить за действия, знаешь, не за это тебе действительно тяжело, блядь, тебе надо так сложно принять решение. Нет, наоборот, все, принимай решение, господи, все. Тебе не нравится, что вы не съезжаетесь или что не живете Они вместе? уже съезжаются. Все тогда, Все тогда съезжайтесь, что тебе надо, я не пойму. Женщины тоже коварные зачастую.
Там какой-то у нее мужик, она что-то там непонятно, какую-то обиду не затаила, тут другой мужик ей проявляет внимание. Такой, пошел нахрен. А потом такая, ой, а куда ты, бля? Ты такой, ты вообще изменился. А он ей никто, бля. Как можно в письме предъявлять, что он вообще изменился, он тебе никто. Бля, может, у него мать умерла, он изменился. Нет? Ну, я вот про это говорю. Мало ли, что у человека случилось. Может, он нам до этого писал письмо, говорил, боже, я такой мягкотелый, а мы ему тут, блядь, найди в себе агрессивную сторону. Он нашел, и она такая, ну... Короче, я как будто ругаю людей за то... Принимайте правила ради того, чтобы сохранять отношения. Да. Сразу, что для вас это и будьте очень более тяжело. агрессивными, да. Знаешь, вот эта вот позиция... Нет, я имею в виду позиция жертвы вот этой, да, уже тоже начинает надоедать, потому что во всех наших письмах все время я жертва. Мало писем, которые типа такие, да, я вот это понимаю, но там не могу справиться, как бы с этим справиться. А все таки, ой, мне так плохо, блядь, посоветуйте что-нибудь. Да что тебе посоветовать? Комедию посмотри. Я просто подумал, что, блин, ну всем потакать тоже нельзя. Вот я про что говорю. Понимаешь? Потакать? Да, ну а мы же потакаем, когда... Спасибо, что пишете, нам так приятно. Мы каждого хотим обнять. Вот, блин, я не хочу. И он не хочет, видишь? Здравствуйте. Очень хочется, чтобы вы разобрали мое письмо, потому что уже не знаю, что мне поможет. Так вышло, что в детстве я столкнулась с домашним насилием со стороны папы. Меня били за то, что я боялась темноты, за то, что мешала спать, за то, что не дала посидеть в ресторане подольше и еще куча других причин. До сих пор не понимаю, чем я это заслужила. Ведь я была маленьким ребенком, с которого спускали штаны и били ремнем с железной бляшкой, а мама просто стояла и смеяла. Ух ты. Все еще помню, как я плакала от этого и боялась папы. Если ему что-то не нравилось, то он мог меня обозвать чмом и наорать. Если я захлопывала дверь во время ругани, то он мог сказать «вставай на колени и проси прощения». Если делали уроки и у меня что-то не получалось, то он мог меня бить по рукам или вырывать страницы за малейшую помарку и говорить «переписывай». Я говорила им, что это все еще помню, а они делают вид, как будто все забыли. Папа однажды попросил прощения, но ведь быть категоричным и грубым не перестал. И вот мне уже 25 лет, а я все еще чувствую, что отдаляюсь от него, решаюсь позвонить несколько недель, потому что знаю, что если ему что-то не понравится, то он снова меня осудит или обзовет. Кучу книг перечитал по психологии, вроде бы простила, но очень хочется, чтобы вы помогли разобраться, почему родители подвергают детей насилию физическому и моральному. Заранее большое спасибо. Во, вот это прикольное письмо. Мне нравится вопрос, самое главное. Не потому, что здесь про насилие там, и били детей. Вопрос, мне кажется, правильно сформулирован. Не почему папа там меня бил, а почему, типа, ну, почему взрослые вообще, да, бьют детей, ну, как это объяснимо. Вот это вот действительно интересно. Ну, достаточно жестокое обращение с ребенком. У меня, тем более, с девочками. Учитывая то, что я в последнее время думаю, что если у меня будет ребенок, я бы очень хотел себе именно дочь. Так. Ну, не знаю, как-то мне так, знаешь, вопреки тому мнению, что мужик хочет сына, я сына не хочу вообще. Ну, его нахрен. Будет потом в 19 лет ходить, блядь, здоровый такой, У блядь. тебя есть уже 2 племянника. Да, девственность терять там и так далее. А дочь, вот, дочь нормально, нет? Все, я ее в монашки отдам. Я вот про что говорю, понимаешь? Ладно бы она написала, мать меня била там, а тут прям отец, который бьет дочь, это, мне кажется, достаточно жестко. Достаточно жестко. Да, и мать, которая за этим наблюдает. Ага. Ну, видать, такой патриархальный дядька был, что, видишь... Сложный вопрос. Патриархальный такой дядька был, что мать ступиться не могла. Когда мать хочет ступиться, она ей в ноги кинется, мне кажется. Слушай, хочется прям начать с конца и сказать, что вы можете не звонить и не отягощать себя этой связью. Угу. Ну, то есть в той ситуации, в которой вы были, вы прям можете не звонить. Не звонить и не общаться, ты имеешь в виду, вообще. Да. А это надо как-то объяснить или не надо? Ну, понимаешь, тут опять я не хочу давать совет, но я вот считаю, что в подобной ситуации можно вообще ничего не объяснять. То есть ребенок, который подвергается абьюзу все детство со стороны пары,
А в этом случае очень важно понимать, потому что написано, что там отец бил, да, а мать стояла и наблюдала за этим. Но вот работая с такой ситуацией, первое, к чему нужно подвести человека, к тому, что абьюз был от пары. Ну это да, сговор. понятное дело, конечно. Да, это сговор. То есть это родители оба. И вот в таком случае вы имеете право не звонить, не отягощать себя этой связью и не находиться под этим гнетом отношений на расстоянии. Сейчас попробую объяснить. Типа вообще прекращать общение. Либо, условно, позвонить и сказать: слушайте, я тут что-то, подумала. Наверное, вы мудаки оба. И мне вообще не хочется с вами общаться. Пока. Бога. Потому что тут ты хотя бы как будто бы даешь им понять, типа, почему ты не общаешься. Потому что если ты просто не общаешься, оттуда начнутся, понимаешь, встречные вопросы. А что случилось, доченька? Со временем уже все забылось, она уже взрослая женщина, и родители, видишь, там отец даже вроде как прощения попросил, но при этом все равно могут начать давить оттуда: а что случилось, а почему ты с нами не общаешься, а чем мы тебя обидели. Она же написала, что они делают вид, что они ничего не помнят. Я про это и говорю, да. С ними это обсуждать. Поэтому они начнут напрягаться, почему ты вдруг прекратил это общение. При этом, как я понимаю, это прекратилось еще до того, как она съехала в каком-то возрасте. Я потом, сейчас объясню чуть позже, почему мне кажется это важно. Вот, поэтому, да, безусловно, можно позвонить и сказать, что я приняла решение, что я не хочу больше общаться, потому что все равно это как отношения на расстоянии, которые все время висят вот здесь. То есть ты как будто живешь от одного звонка до другого, да, и не живешь своей жизнью. А вот в этом случае точно можно... то есть мы говорили, что контакт прервать можно только лоботомией, да, закончить отношения навсегда, да, но в этом случае прервать контакт и не слышать этих людей, которые особенно с тобой разговаривают, как ни в чем не бывало, да, то это как будто помоги мне от слова травма, ретравматизация, да, то есть ты подвергаешься все детство абьюзу от пары, да, и, в общем, еще вот этими звонками тебя каждый раз возвращают вот в это состояние, и с тобой еще разговаривать, знаешь, как, ладно, типа, было и было, знаешь. Когда это было? Уже давно не били, знаешь. Вот, поэтому это вот то, что сразу хочется сказать, начиная с конца этого письма. А зачем это было нужно родителям? Мы можем только догадываться и строить самые разные гипотезы, самые неприятные, почему ее... какой-то более-менее общей модели поведения нету, типа объясняющей как будто бы я вижу, хотя мне неприятно об этом говорить, как приятно, неприятно, в смысле всегда об этих вещах трудно говорить, но то, как описаны вот эти избиения, унижения и просьбы, мольбы о прощении на коленях, как будто в этом есть какая-то сексуальность. И наблюдающий... мне тоже показалось. Я даже в какой-то момент испугался читать дальше предложение. Вот такое, понимаешь, да? И наблюдающий... Я не хочу уходить глубже, потому что мы не знаем, но наблюдающая за этим мать, это как будто разыгрывание какого-то чудовищного треугольника, который, в общем, здоровой головой не понять. Поэтому, во всяком случае, делая подобного рода... Поэтому я думаю, что... И возможно, что в каком-то возрасте, когда она подросла, она перестала подходить для этой роли, и они перестали разыгрывать с ней это. Поэтому ответить на вопрос, почему... Очень часто дети задаются вопросом, и на протяжении всей жизни задаются вопросом, что со мной не так. Почему я была маленьким ребенком, что я могла такое делать, чтобы надо мной так издеваться. Нет ответа на этот вопрос. Все с вами так. Нет ничего такого, ничего не могут сделать маленькие дети. Не, могут, я себя помню. Меня били, жестко били. Но я... Может, это, конечно, стокгольмский синдром, но, наверное, я заслуживал точно это. Сказать, что я мог делать что-то, чтобы сильно разозлить, по-настоящему сильно разозлить, тут я могу присоединиться. Более того, я, безусловно, не буду никак, комментировать то, о чем ты говоришь, да, это, это адекватно. Да, я был настолько и такая отмороженная, что сама бы, знаешь, условно говоря. Но мы сейчас все-таки говорим... я имею в виду, по крайней мере, когда меня бил отец, мать не стояла рядом, у нее не текли слюни от этого, знаешь, вот это как будто ты грубо сказал, да, утрированно сказал, что я имею в виду. Да, поэтому, в общем, зачем им это было нужно? Что-то вот они такое для себя... тогда уж совсем плохо, если так. Тогда уж совсем плохо. Все равно, это же... Ладно, я еще бы понял, знаешь, если бы она написала, я там приемная дочь или еще чего-то.
Я такой, ну ладно, хотя бы там Ну не да, родной да, ребенок. я понимаю, о чем ты говоришь. Не, ну там... ладно, но как будто это еще хоть как-то можно Да. в своей голове. Я понимаю, о чем ты говоришь. То есть такое даже тяжело поверить, что, знаешь, если предположить, что ты на секунду права, что если это еще и носил какой-то там сексуальный характер, то это вообще такой, тяжеловато. Да, но это как раз те истории, которые как всегда тяжелее всего слышать, принимать, переваривать и вообще как-то с этим быть. Потому что я смею тебя заверить, среди этих писем были и письма, где о подобных ситуациях было написано гораздо конкретнее. Блин. И, к сожалению, да, это происходит, и мы не можем это игнорировать, потому что люди об этом рассказывают, и я надеюсь, что круто, что есть возможность рассказать, и именно возможность это написать, знаешь, и даже кому-то отправить. А может быть, не знаю, тоже предположу, она вроде не писала ни о брате, ни о сестре, ни о чем, что единственный ребенок, дочка. Может быть, как раз это в том ключе, что я говорил, что я хочу дочь, а может, наоборот, отец сильно хотел сына. И как будто бы пытался в ней, понимаешь, увидеть его. И вот так жестко воспитывал, потому что, то есть ты имеешь в виду, что, если думать о том, что может руководить, да, людьми, которые идут на такие зверства, да, то вариант того, что ты хотел другого пола ребенка, и этот ребенок, родившись, не то, что не оправдал твои ожидания, а как будто и твои мечты, и все, что ты уже придумал, сломал. Это как родители, которые вкладывают пичкают проекциями. То есть это может, безусловно, вызывать неудовлетворенность и злость, да, но это то, что мы просто можем рассуждать, да, но опять говорить о том, что это может доводить людей до постоянного, регулярного, Нет, я не вытяну это. Систематического, что такое? Человек с брекетами это говорит. Да. Систематического абьюза, это, конечно, представить сложно. Я полагаю, что это, безусловно, расстройство психики. То есть нет ни одной какой-то рациональной причины, сколько бы мы ни выдумывали, что может расстраивать родителей в их детях, но объяснение, конкретно в данной ситуации, да, не хочу это размазывать, другие я не вижу. Так, смотри. Моя теория, что меня, еще раз говорю, сурово воспитывал отец. Причем именно меня, брата уже более лояльно, что ли, да? Как будто бы, я, наверное, даже не вспомню, чтобы брата прям били. Но, опять же, я не оправдываю. Как будто мне хочется это оправдывать, потому что я все время говорю, и мать потом мне предъявляет, что ты так плохо про отца говоришь. С полным пониманием того, что я его люблю там и так далее. Я имею в виду, брат не творил тех вещей, которые я творил. Я творил плохие вещи, ужасные. По меркам детей, я имею в виду, что могут. То есть я, более того, это делал абсолютно осознанно, знаешь. Бывает, ты что-то, как ребенок, делаешь неосознанно, и странно тебя за это наказывают. А я это делал осознанно вообще на 150 000%. Хочется предположить, что ты вел себя как футболист. Плюс-минус, да, почему нет? Почему нет? Не, я был чуть поадекватнее, да, потому что все-таки я хорошо учился в школе, но... Не, я там в 5 классе полгода в школу не ходил, понимаешь, там... Мы жили в военном гарнизоне, и я ходил там... Вообще, это странно тоже, что мы ходили, вообще тусили с солдатами в казарме какой-то. Это реально, вместо школы они нам подделывали подписи за учителей, я там, знаешь, оценки себе ставил и так далее. И у меня мать родительское собрание пошла, и там, учитель объявляет хорошистов-отличников. И меня не назвали, и мать такая, секундочку, а что это вы моего сына не назвали? Она говорит, а вы кто? Я белая. Он говорит, белая? В смысле, ваш сын не назвал? Где он, блядь? Он где вообще? Полгода в школе нет. Что я хотел сказать? Говорю, что меня отец сурово воспитывал. Но я проследил такую закономерность. Потому что я вижу, как брат воспитывает своих детей, и по рассказам отца, как воспитывали его. То есть меня отец сурово воспитывал, но, как рассказывает он, его воспитывали еще более сурово, понимаешь? То есть есть такое ощущение, что для него, по отношению к тому, как его воспитывали, он своих детей воспитывал лояльно. А мой брат, теперь воспитывает своих детей еще более лояльно, понимаешь? Я понимаю, что имеется в виду по сравнению с нашим
воспитанием моим и брата, у моих племянников, у детей брата, есть возможность в 10 лет спорить с отцом. Знаешь, как шутил Эдди Мерфи, что он говорит, как по-разному воспитывают черных детей и белых, говорит, потому что я видел, как был в гостях у друга, у мальчика, он белый, и ему отец что-то сказал, иди ешь, и тот сказал, не хочу. И он говорит, я удивился, потому что если бы я такое сказал отцу, отец бы сделал так. То есть здесь то же самое. Я смотрю на племянника и местами смотрю, как он общается с отцом, то, что ему позволяют. И я думаю, мы такого себе позволить не могли. А, соответственно, мой отец, наверное, в отношении своего отца, моего деда, и этого позволить не мог. Понимаешь? То есть времена были суровее, ситуация была суровее, быт был суровее, поэтому и воспитание было. Я не пытаюсь сейчас оправдать здесь, я не знаю, этот быт и так далее. Да, я понимаю, что мы не говорим это вообще, вообще... Но как будто это представляется, что кто-то нажал резко на тормоз, и машина летит еще тормозной путь, знаешь, и потом в какой-то момент она, возможно, остановится. Но тем, кто вот раньше попался, условно говоря. Слушай, наверняка и такая схема передачи там какой-то, я не знаю, гневливости, может быть. Я для себя иногда замечала, что через поколения происходит. То есть тех, кого... приведем этот пример. Лупили, не зная, что это такое, какая несвобода быть ребенком, как это порой несправедливо, и как это отражается, отпечатывается на тебе. Пальцем никогда не тронули своих детей. Но техника, кого никогда под затылку, они могут, в общем, уже и нападать, потому что такие ничего. Зато... мне кажется, все-таки общий тренд, именно общества всего, не только российского, вообще всего, общий тренд на то, чтобы, конечно, более лояльно воспитывать детей. Хотелось бы в это верить. Во-первых, их сейчас гораздо меньше в семьях, буквально 1-2 ребенок. Там у моей матери 7 человек было, я имею в виду, в семье, понимаешь, детей именно. А до этого там их было вообще много, потому что они и умирали. То есть там немногие дети вообще до 50 лет доживали. И как будто даже к ним такие, и не вспоминали их особо, знаешь, представь, сейчас у кого-то умрет ребенок, это все, травма на всю жизнь и так далее. А раньше такой, окей. Понятно, что если это происходит, ты к этому готов, немножко по-другому устроено. Раньше дети, раньше как будто люди относились к этому, именно как к продолжению рода, и у тебя просто появлялись, особенно если это были крестьянские семьи, может быть, в элите было по-другому, но вот именно на уровне какого-то там крестьянства это как раз был отлично, новый человек в нашей каком-то там... Воду будет носить. Да. Этот не справился, умер. Хорошо, значит, Маша еще одного настругает. То есть как-то так. Сейчас к этому уже гораздо все. И связь, мне кажется, мощнее у детей с родителями, понимаешь? Я вот про что говорю. И все равно воспитание как будто все-таки легче, лояльнее стало. Я наверняка это уже говорила, но что-то мне кажется, что это можно повторять и повторять. Мысль, которая меня очень задела относительно воспитания детей. Я услышала у одного западного психоаналитика. Он говорит, я считаю, что есть одно правило воспитания детей. Когда ты чувствуешь, что у тебя съезжают шарики за ролики, просто эвакуируй себя от своего ребенка. Как бы тебе ни казалось в момент, что ты прав, что он сделал что-то такое, что он тебя не уважает. Мы все знаем это состояние, когда когда ты начинаешь гнать, уже не можешь остановиться. Но я говорю, если есть вот эта гневливость, которая приводит потом к избиению, что бы ты в этот момент, ты чувствуешь это, просто уходи. Все остальное, он все равно будет учиться, беря пример с тебя, как бы ты там не изощрялся. И мне кажется, что это крутой рецепт. Мне кажется, и в отношениях это очень круто. Но если ты знаешь, что у тебя бывают всплески злости или какой-то невероятной вредности такой, что ты начинаешь прям человека, знаешь, колоть, и ты уже сам чувствуешь, что ты уже... Да. Просто если, если человек этот дорог, вспомни об этом и просто уйди погулять на полчаса. В этом письме хочется девахе посочувствовать, потому что, конечно, то, что она пережила в детстве и по отношению абьюза именно от лица собственного отца, я не говорю, что от отчима это было бы легче, но там хотя бы можно было это объяснить, ты там не родной ребенок, еще чего-то, может, он просто сам там импульсивный и так далее. А когда тут речь идет о родных родителях, и которые, так легко делают вид, все-таки, возможно, если бы они делали шаги навстречу, и действительно, когда ты один раз извинился, это как будто
как сказать, тот человек, над которым совершали насилие, ему тяжело поверить в искренность подобного извинения. Знаешь, я не говорю о том, что надо в ответ просить вставать на колени и просить прощения, но как будто оттуда шаги тоже бы хотелось какие-то получать, более искренние. Знаешь, вот я помнишь в письме, когда папа вернулся там через 15 лет, да, и парень, девочка, по-моему, говорила, ну а где он был, а что он теперь думает, что все как обычно, я как раз, как-то, скажу так, топила за то, что, попробуй узнай его, но он уже пришел, его не было, уже не будет идеальным батей, уже есть отчим, спасибо ему большое, прекрасный, но все равно твой родной, да. Но как будто, понимаешь, в этой ситуации тут проблема у девчонки будет с теми родителями, которые живут в ее голове. Потому что мы имеем дело уже с интроицированными проекциями наших родителей. То, как мы себе представляем, и то, как мы их помним. И оно, в общем-то, уже не очень имеет отношения к реальным людям. И ей, конечно, разбираться еще вот со своими внутренними объектами. Вот это вот отец и мать, которые есть в ней, да, условно говоря. Поэтому вот разбираться что-то там с ними, чтобы они извинялись в этой ситуации. Наверное, это может быть, как-то, спасибо, что извини. Понимаешь, слушай, все-таки, мне кажется, мы не ответили на вопрос. В том плане, что почему родители подвергают детей насилию физическому и моральному? Потому что они нездоровые люди. Тогда слишком легкий ответ. Он, может быть, звучит как-то грубо. Из-за того, что они нездоровые люди, они заслуживают прощения или хоть какого-то, вот этой вот как эмпатии, да, вот этого слова нового. Ты же говорил, что... И я с тобой согласилась, что, возможно, главная добродетель – это всепрощение. Как будто бы ты... Знаешь, в этой ситуации как будто легче простить обман, предательство. Потому что предательство, хоть все так и топят сейчас, да, вот эти вот все патриоты и так далее. Предательство никогда, да? Предательство вообще капец как легко объясняется. Вообще легко объясняется, не? Я имею в виду, это меньшее зло, что может быть. Меня предали. Так было миллиард причин, и они все связаны с психологическими, биологическими какими-то особенностями организма. Банальный страх, я вот про что говорю. Когда все-таки действительно происходит такое насилие над... Ладно, еще над взрослым человеком, да, над ребенком, который абсолютно не может тебе ни сопротивляться, ничего, тем более девочка. Это тяжелая ситуация. Все, да. Наверное, я думаю, я бы, не знаю, я в этой ситуации не был, но я бы позвонил, сказал, я не буду с вами общаться, потому что мне больно и тяжело, и мне надо как-то успокоиться. Я имею в виду, что, конечно... Может, спустя годы ты найдешь себе эту способность простить. Но если сейчас не хочется, то никого бы я из себя не строил. Не смысл в том, что не звони им, позвони им, скажи, что они сволочи, никогда больше с ними не общайся. Мой посыл, что вы можете не звонить. Да. Вообще имеется в виду, если это тяжело, конечно. Вы не обязаны жить в этих отношениях с ними. Если вы не хотите, вы ничего им не должны. Вот как бы в этой ситуации точно нужно понять, что берегите себя, разбирайтесь с собой, но этим людям вы точно ничего не должны. И подыгрывать теперь в игру, что не помним уже, что там было, вы тоже совершенно не обязаны. Но если бы вы написали Малахову, он бы заставил вас сдать тест на ДНК. Мы более лояльное шоу. Просто не общайтесь со своими родителями, и все. И никаких тестов. Да. Это все, что ли? Да. О, прикольно, слушай. Кстати, знаешь, еще про наблюдение детей, которые оказывались в похожих ситуациях. Они очень часто идут учиться на юристов или в правоохранительные органы. Чтобы не допустить потом, да? Во-первых, чтобы мочь защитить как будто других, но в первую очередь себя. Но когда в семье царит беззаконие, тебе нужно откуда-то этот закон взять. И поэтому очень соблазнительно становится право, юриспруденция и прочие похожие сферы. Бессознательно. Да нет, ты сейчас сказала просто про юриспруденцию, я согласен, про правоохранительные органы, а только для меня лично, они сейчас в нашей стране, да и вообще по миру посмотри. Сейчас они так жестко облажались, что... то есть как будто они уже не олицетворяют закон. Вообще нет, вообще нет. Давай становимся на юриспруденцию. Да, только вычурную эту угловатую, как раз такую абьюзерскую власть, знаешь. Еще зависит от людей, которые идут, да, и как им это представляется. Потому что, мы же все понимаем, что у нас... Тут проблема в том, что когда правоохранительные органы, они могут один раз в году обосраться, и это всегда гораздо мощнее, чем 10 каких-то положительных
или 100 тысяч положительных вещей, которые они сделали. К сожалению, сейчас все СМИ, вообще в целом мир устроен так, что на первый взгляд вынесут именно вот это отвратительное отношение. Ну вот, поэтому да, мнение такое сложилось. Ну, в общем, это просто наблюдение, что закон ищется тогда в каких-то других местах. Мгм.